Так, Саш, слышно меня? Я включил и запустил трансляцию. 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 Слышно меня? Я включил и запустил трансляцию. Еще как слышно, блять. Где тут звук убрать? Еще как слышно, блять. Где тут звук убрать? Еще... А, во. Вот так. Вроде нормально, да? Сейчас слышно нормально? Раз, два, три. Музыка тоже нормально? Не сильно громко? Ну супер тогда, что сказать. Если все слышно нормально. Ой, господи, блин. Сейчас я вернусь. Может, тут все есть. Так, ну чё, это... можно ссылку давать, да, наверное? В принципе, я готов. Чё тянуть?
Просто Тровыч. Тровыч работает как часы. Еще разобраться тут немножко, конечно. Так-то в целом вроде ок. Ничего такого. Чатик бы куда-нибудь вывести, вот просто бы отдельно. Блин, мешает. А, кстати, да, я тоже вот нет окна. Я тоже заметил, блин. А ты через приложуху смотришь, Саш? Там приложухи еще какие-то есть. Нет, смотри, там, в принципе, какой-то есть всплывающий проигрыватель. Есть, можно в окне сделать, Саш, слышишь? Я вот сделал. Не знаю, солнышко ходит тут где-то. Просто Тровыч. Блин, конечно, возни лишний дофига с этим ютубом, блин. Я так и не разобрался, блин. Нифига. Так, Саша мне friend request отправил. Запрос на добавление в друзья. Что нажать? А ну-ка. Принять. О, господи, ну и звуки. Так. Чё у нас тут происходит? Ты через телефон смотришь или через ноут? Да не знаю, Саша, спроси. Я думаю, нажать на ник можно. И вот отслеживать тут такое дело. А, с телефона? Ой, а чё, кстати, парюсь-то, блин. Блин, с Spotify бы еще разобраться, как оплачивать. Блин, обидно за Spotify вообще. Я уже так к нему привык, перешел с Apple Music, а такой фейл. Придется нам возвращаться, наверное, на VK Music. В машине пофиг. Он потому что через серверы BMW, наверное. Че, в машине будем слушать Spotify? Пипец, цены выросли, короче, на шняшки всякие. Я тут приборку смотрел, 110 тысяч. Трэш. Ага, представляешь? Вообще же скач. Да нет, да понятное дело, что сейчас доллар как устаканится. Тут же все равно вопросов много.
Вот, видно будет. Что-то как. Так, ну чё? Закрыть окно, продолжить просмотр на сайте. Блин, мне, короче, взрывает мозг. Может как-то вынести, чтобы она мне это не взрывала мозги. Сейчас подумаю. О, вот так, наверное, в маленьком экранчике. И закрыть. О, супер. Так, ну что, 4 минутки еще. Сейчас народ подцепится потихоньку. Будем сегодня тестить поца этого. Посмотрим, надеюсь, Е4 нам копит, она падает. Так-то вроде 2500 пива. Сейчас подобью этот. Смотрю, что тут. Всякая бабуйня. Как-нибудь вот так, да, сделаем. Тут у нас что? О, господи, тут тоже все это всякие мясники. Угу. Интересно, сюда можно будет слить ролик, чтобы на YouTube его потом залить? Просто сила трова. Пипец, тут твин накопил. 8000 сердечек. Жуть. Ну, хоть 7-й VIP. Этих слотов много. В принципе, я тут все перекрафтил, что можно. Ну, почти. Да, наверняка можно. Да, я думаю, разберемся потом. Если что. В принципе, все готово. Все куча девяток. Десяточка он тоже. Кормовая. О. А он и Жека. Жека подключился. Точно, точно. Сердец ловить. Так. Кстати, нору я же еще оставил. И на мэне еще в нору сходим. Посмотрим, как этот подс там будет. Да и боссов, кстати, можно будет полупить. Ну, в принципе, он Е4 максимум, наверное, нам грозит. Поэтому сильно не разгуляемся. Вот. Ага, да, мне тоже вот у меня в нору на самом деле интересно, вот вылить мне мои 500 пива или нет на него. Только нора меня интересует. Нора наше все. Так. Ну чё, в принципе, чё? Я думаю, можно начинать. 22:59. Народу не особо много. Ну вот. Я думаю, вчера все ждали стрим. Но вчера вот с ютубом, конечно, жопа получилась. Итак, всем добрый вечер. Всем, кто присутствует на стриме. И всем, кто будет присутствовать. Сегодняшний стримчик у нас, да, посвящен новому герою. Так, что за геройчик у нас тут вышел? Получается, вышел перец. Фракция зло, класс, защита. Да, Анубис. В принципе, божок такой прям египетский. Я так понимаю, у них тема там египетская будет, видимо, по злу. Там еще башков каких-нибудь ведут. Что у нас перец этот умеет? По факту это у нас герой из идлов переделанный. Звали его там Энрикимару, что-то такое. Там тоже он был, но он в корне переделан. Вообще совсем не похож. Если Энрикимару в идлах это у нас такой микс могилы с Малтаэлем, он там воскрешаться умеет. И если умирает, там он наносит урон, типа как могила. Вот, но тут вообще этого нет. Вот, совсем
абсолютно другой герой, что еще раз говорит нам о том, что на идлы уже ориентироваться не надо. Максимум мы ориентируемся это класс и фракция. Все. В остальном герои кардинально теперь переделываются. И поэтому ванговать там, что будет топ или не топ, вообще нет смысла. Ну и так, погнали. Что у нас? Первое, это сам ульт, активный скилл. То есть, что он умеет? Написано. Добавляет марку души всем врагам и поглощает 30 энергии со всех. Вот тут что значит поглощает? Он себя поглощает или стилит, или уменьшает энергию? Мы это узнаем. Итак, что делает эта марка? Когда Анубис атакует цель, на которой висит эта марка, или другая марка была добавлена на цель, эта марка взрывается и наносит урон эквивалентно 20% от максимального здоровья, но не больше 2000% от атаки Анубиса. И видно, да, что марка у нас не может быть пурифайца, рассеяна и так далее. То есть это уже манечка такая пошла у героев, то что их все дебафы, по сути, не снимаются. Ну, привет. Итак, что у нас дальше? Пассивный скилл. Это у нас обычная атака, наносит 1000% урона одной случайной цели в заднем ряду с 80% шансом накинуть молчанку, Silent Sala, да, безмолвие, на цель на 2 раунда и добавляет 1 стек какой-то смертельной гилд, я не знаю, виновности, блин, не знаю, что это такое. Вот. Это не будет стоить Анубису энергии, когда он будет использовать активный скилл. Но это будет стоить 2 стеков этого гилта. То есть, что у нас получается, да? Нормальная атака дает ему, ну, скажем так, бафик такой, да? Когда у него этих 2 бафика, когда он будет ультовать с этими 2 бафиками, он не будет тратить энергию на ульт. Он просто ультанет, а энергия у него останется. Вот. Но стеки эти уйдут. То есть фишка такая. Так, пассивки. Атака 30%, здоровье 60%, крит 30%, уменьшение урона 30%, иммун 60%, вообще люто. Иммун к дизарму, да, без оружия. Ну, не знаю, такой себе иммун, на самом деле. Дальше что у нас? На каждые 10% энергии, полученным Анубисом, его нормальная атака будет наносить допом 100% урона. Вплоть до 2000. Вот. Также весь урон полученный будет уменьшаться на 5%, вплоть до 50%. То есть как бы РД у него вообще может разгоняться за счет накопленной энергии вообще нехило. Ну и урон тоже. И вот написано, если энергия Анубиса была уменьшена врагом, он восстановит 50% от уменьшенной энергии в следующем раунде. Приветики. Я даже не знал, что Рега нужна здесь, чтобы смотреть. Ну, ребят, извините. Так, дальше. Гены. Смотрим, что у нас за гены. Геннадий у нас такие. Итак, первый Е2 ген. Когда союзник кастует умение, Анубис делает одну обычную атаку, которая наносит 100% крит. И уменьшает энергию на 20%. То есть, по сути, это ассист, который 100% критует и уменьшает энергию на 20%. Так, дальше у нас что? Второй Е2 генчик. Когда союзник умирает, Анубис получает 100% энергии от умершего союзника, одновременно делая обычную атаку без получения энергии. То есть это ассист, по сути, без энергии. Ну, в принципе, не знаю, обычно ассист выглядит. Если у Анубиса уже есть 200 энергии перед получением энергии от союзника, он получит вместо этого 20% атаки, баф на 20% атаки, который будет длиться до конца боя. Ну и получается, этот эффект может срабатывать только 5 раз. То есть мы максимум можем разогнаться до 100% атаки. Но опять же условия, да, смотри, 200 энергии надо иметь на руках. То есть это, в принципе, до хера. Ну и Е4 у нас что?
когда Анубис получает 100 энергии, он получает какой-то жнецы, какую-то херню, короче. Ну, получает баф, грубо скажем так. Специальный баф. Вот. Если он получает 125 энергии, его обычная атака наносит доп. Атаку всем ближайшим союзникам от цели. То есть, по сути, он бьет, не забываем, да, обычным ударом рандомную цель, то есть вокруг все цели получат урон. Вернее, экстра удар получит, доп. Атаку. Ну, посмотрим, как это работает. Так, а вот этот хитрый баф. Итак, хитрый баф, это как работает? Анубис очищает себя перед тем, как войти в этот режим. После вхождения в этот режим его обычные атаки наносят урон от 20% максимального здоровья, но не более 2000% от атаки Анубиса. Если его энергия была уменьшена врагами, как минимум 100 энергии у него остается, то есть он под энергией всегда. Если он получает фатальный урон, Анубис очищает себя и выходит из режима. Вот что такое clearing all... и, короче, получается, он выходит из режима, остается без энергии и восстанавливает 50% от максимального здоровья. Но эффект один раз работает. Да, качество поменьше просто поставь и не будет тормозить, скорее всего, нет не увозит. Так, ну, в принципе, ребят, с скиллами все, в принципе, понятно. Вопросов нет. Как это работает, только все. Вот посмотрим. Итак, погнали, начинаем, да? Как говорится у нас. Начинаем смотреть ролик. Жмем вперед и начинаем лить. Льем по десятке. Сливаем все трешки. Вообще все. Ну, анимацию оставим. Пока что-то мы уже столько налили. Пока только хламчик выпадает всякий. Причем, кстати, не из желаний. Да, не лил полторашку, упала только одна копия. Пока всякий шлак падает, на самом деле. Ничего интересного не дропается у нас. Только корм. О, ведмет упал. Желание, что ли, его убрать? Я вот всегда что-то думаю, первый раз желание убирать, а потом это, скажите, потом добавлять. Посатанулей. Пока херово, на самом деле, что-то ничего не это. Я даже не смотрел там, кому дропалось, кому не дропалось. Олин. Сцилла. Корм есть корм. Хорошо, что я Олина не поставил в эти, скажите, Ну, блин, плохо падает. Конечно, будет плохо падать. Ком же видит, что у меня 2,5 пива, потому что поэтому хер тебе, а не копии. Ну, вот. Скоро крафтить будем. Корм есть корм. Акаша упала. С желания. Стоп, я с желания Акашу поставил. Видели, да? Акаша с желания упала, а желание сработало, как будто оно не было написано, что желание. Короче, глюк какой-то. Надо посмотреть ролик. Вот смотрите, опять что-то какие-то галюны, короче. Я не нажал ролик посмотреть, господи, блин. Хер поймешь. Как это говорится, в очередной раз доказывает то, что гирлянда у нас вообще, шанс никак не повышает абсолютно.
Ага, не говори. Ну, мы уже пятихат, по-моему, слили. Все, пора. Пора трансформиться. О, блин, тут, короче, не особо много на самом деле этих, скажите. Что-то мне крафт неохота, если честно. Может, давайте четверки тоже здесь смеснем нахер. Не хочу крафтить. Вот вообще, причем на твине еще, на этом вообще похер. Угу. Кстати, тут как раз надо это... А, я тут купил могилу уже. Ага, типа того. Так, все. Пятаки остались. Кормец кормевый. Макс. Гадюка. Точно будет, я вам точно говорю, копия будет на Гирлянде. Это вообще какой-то эпик фейл. Мосра. Вот Мосра желание сработало. Ну, Мосра ничего так. Пойдет на этом твине. Из 90-х. А тут ложка длиннющая, короче, смака. Смака спизженная ложка. Смак кафе. Не смотри, не увидели, что это было. Короче, были, по-моему, в Сочи. Или не в Сочи. Да, в Сочи. Мак кафе зашли. Вот. Жене понравились длиннющие ложки, короче, такие. Вот. И это. Жена говорит, блин, такие ложки. Я говорю, ну забирай. Она говорит, а что, так можно? Я говорю, так а что, нет? Я говорю, забирай. Ну мы забрали эти ложки, типа, они вот с нами. Частичка мака. Опа! Бум! Слушайте, я что-то пропустил этот момент. Сколько пива мы слили? Давайте посмотрим. Получается, 900 пива было слито. Так, ну все, можно желание, наверное, поставить, да, его? Яйцо. Моника. Это все желание упало. Бум. Какую музыку? Музыка играет. Так, dismiss. Переходим в dismiss. Dismiss четверки спокойно. Хорошо, когда не надо крафтить. Погромче сделать, что ли? Но музыка как нормально, тихо слышно или не сильно? Просто не знаю. Музыки нет? А чего молчите, что музыки нет? А, вот сейчас. У меня музычка играет, все нормально. Все нормально? Ну супер.
О, еще один Олин. Все, уже, по-моему, Олинов на E4 наплодилось. Джанна. Шип. Угу. Видели это, да? Смотрите, еще два подряд. Угарно. Пока ничего интересного на самом деле не падает. Томат неплохо. Титька. Титька, кстати, без желания упала. Что-то, смотрите, зла нападала, да, элитного немножко. Акаша, титька, томат. Максов прям тоже насыпала душевно. Этот перец тоже падает. Тедик. Чуть не хочет на ману без падать желание вообще. Хоть желание убираю эту мразь. Ну поехали мы во Вьетнам. Вот, по путевке. Поехали прям вовремя, уехали, когда через день собирались всех вывозить. Вот. Ну, блин, с погодой беда, конечно. С погодой беда была. Наверное, полпутевки просто пасмурная погода, холодно было, море холодное. Потом в последние 4-5 дней распогодилось все под конец, наконец-то. Так, смотрите, у нас уже слишком много, а это надо... у нас много-много уже пятаков, надо крафтить, похоже. Давайте крафтить. Ой. Ну, короче, как-то так. Ну, вот. В целом, отрасль у них только-только поднимается. Вот. Много чего не работает. Ездили в город, все пустое. Ну, короче, так себе, если честно, в этом плане. Так. Давайте хаоса еще закрафтим немножко. Жуть. Что у нас по звуку, кстати? Ну да, типа того. Так, ну 290, я думаю, хватит нам. Ну вот, по сути, кстати, мы 3 круга ливанули. То же самое, одна копия упала. Такой себе. Могила. Вообще не хочет падать, мразь. Я даже не знаю, что его убрать отсюда. Что за дичь падает?
Ну, я говорю, желание всякий трэш падает, если честно. Вот еще один упал. Ну, это Unreal на самом деле. Я даже не знаю, есть ли смысл лить. Потому что у нас даже с 5 кругами, мне кажется, не получается. Что у нас выходит? 2 копии упало. Где, блин, это залупа? Ну вот, смотрите, мы 3 круга. Ну вот. То есть, я не знаю, надеяться, не надеяться. 646. Ладно, короче, делаем так. Да поставил. Все, мы вот слили сейчас... нет, еще сотка осталась. Я, короче, лью 500, если упадет он еще, то я тогда докуплю круг. Если не упадет, ну, вообще не вижу смысла. Не, ну я в любом случае солью, говорю, мне это похер, как бы твин, пиво, вообще срать. Вот. Просто, чтобы 5-й круг донатить, только, я говорю, в том случае, если нам копия дропнется. По-другому никак. Ну вот все, у нас 5-й круг пошел. Опять могила упала с желанием. Ну, это писец. Нет, все через телефон. Сегодня с Сашей разобрались. Вот. Ой, что-то, кстати, не забыть. Элис. Ё-моё, Элис. Желание опять. Ой, господи. Так что максимум я смогу тут могилу собрать. И показать вам, как работает могила, похоже. Олива, блин. Ну нахера вот это вот все. Тут уже нахер это не надо ничего. Олива Е6, блин. Все, у нас совсем чуть пива осталось. Я думаю, хер нам, а не Анубис. Да уж, такого говнодропа я в жизни видел вообще. Фу
ты, блин, господи, наконец-то упал. Все, Е4 у нас в кармане. Так, Саш, чё, я тогда выхожу, зайдешь тогда, возьмешь? Скажешь, как готово. Я уже думал, все, стрим на смарку. Ага. Заходи, бери тогда. Сейчас подождем, Саша возьмет 5-й круг и это... И продолжим. Ну, блин, стрим не на смарку, слава богу. Ну, дроп, конечно, говнище редкостное. Такое ощущение, что они его зарезали нахер к монахам. Ага, разыгрывать. Нет, у меня 23-27. Все, окей, спасибо. Разыгрывать. Разыграешь тут. Че теперь? Теперь нечего тут разыгрывать. Мы донатить не можем. Розыгрыши к концу подошли. На самом деле, я думаю выйти на этих, на саппорт, чтобы как-то там, не знаю, чтобы они что-нибудь, какие-нибудь плюшки давали. Ну, подумаем. Сейчас в отпуске не до этого было. Так, все, Саша взял 5-й, получается, круг. Все, так, давайте посмотрим, что нам осталось долить. 180 осталось долить. Ну, фигня. Угу. Да, ну, я думаю, это все временно, как бы, разлочит потом. Вот, плюс там саппорт, разрабы пытаются что-то придумать. Я не знаю пока как. Я им на самом деле предложил нормальный вариант. Добавьте приложение в Huawei Gallery, там все работает. Вот, никаких банов там нет, все там нормально. Так, чуть-чуть нам осталось. Каш нападала немножко. Все, нам, сука, пиво осталось. В принципе, вообще изич. И начнем крафтить. Не думаю, что что-то выпадет толковое. Ну, Анубис точно не выпадет. Да. Все, 30 пива. Да хрен его знает там, что будет вообще. Все, последняя десятка. Так, готово. Проверяем, да, что мы залили все 5 кругов. Все, отлично, 5 кругов. Собираем плюшки. Открываем. Там, по-моему, что еще было? Этот, скажите. По-моему, вот этого еще перца надо было. Так. Угу. Ну все, начинаем крафтить. Это, я думаю, быстро будет все. Так, Анубис. Так эти, блин, каличи и не сделали до сих пор, блин, быстрый ап. Бесит, конечно.
Да ничего не думает, блин, они думают о бабле только. Господи, уже 20 раз, блин, обсуждали вот это все. Ничего не делать не будут. Какую-то херню с башней наделали, вообще не понял, что это. Кто-нибудь разобрался, ребят, с этой бабуней? Что там за кнопочку нажимаешь, блин? Типа телека. Что она дает? Я вот не понял вообще. В плане, у кого башня не пройдена автоматом идет, ничего не понял, Саш. Это как? А, охренеть. О, ничего себе, вот это да. То есть ты включил, и оно типа... Ну, понятно, короче. Понятно, понятно. Короче, херня. Такое себе. Ну, хотя, в принципе, для тех, кто начинает, на новых серваках, может и полезно. Так, ну что, давайте по генам подумаем, да, что нам наружу идти, правильно? Смотрите, если Али кастует так, а вот это у нас что? Так, ну вот это точно для норы нам не варик. Вот. Вот это вообще для норы нам не канает абсолютно. Это чисто PvP, так что вот это, я думаю, нам подходит. Доп удар, потому что он сам себе ассистит однозначно. Так, иммун нам не нужен, берем РД побольше. Потому что на РДшечку он... Погнали. Нам еще камушек прокачать надо будет. Ну, тут однозначно этому парню скорость берем, без вариантов. Надо первым ходить. Ну, вот. Ну, вот это мне вообще скиллочек нравится. То, что он раскачан на РД. Мы сейчас на него наденем, наверное, вуаль. Да? Вуаль, наверное, наденем? Или нет? Или вуаль будет не очень? Или лучше энергию ему накинуть? Ладно, сейчас разберемся. Да, вот это вообще, кстати, бой с Ланнистерами вообще бесит так долго все, блин. Пока они там просистятся все, блин, пока то все. Как че жуть. Так, все, последние штрихи по камням. И Е4 в ПВП, конечно, сомнительно, что-то он сделает. Ну, потестим тоже. Ну, тут венец такой, так себе, слабенький. Хотя Лива есть, в принципе, что еще надо. Да хер узнать, что там Анубис решит, что не решит. Разберемся. Так, так, у нас оборона. Костюм обороны у нас, по-моему, нету тут вообще ни у кого. Потом сейчас кого-нибудь разденем. Просто Лунарию разденем, нахер ячей надо. Все равно бичарня. Угу. Так, а палка есть здесь? Палка есть у Мултеэля, отлично. Соберем палку. Так, ну вроде все, да? Вроде все цивильно, все ок.
Ну, ну-ка, интересно, реально могилу? Во, могилу вообще реально сможем собрать. Супер. Тут будет могильник. То есть получится даже немножко побурить это. Так, окей. Ну, в принципе, все. Мы, да, собрали его. Что, погнали в нору, посмотрим, как этот парень будет там. Тут нора вообще бичарная. 15-я. Вот. Короче, все так, такое себе. Так, погнали. Так, берем... так, да, там, я не знаю, что-то медведь еще есть, да? Хотя, стоп, медведь тут этот... Медведь тут шмотках хоть нормальных? Да, нормальных пойдет. Медведя возьмем. Так, что тут еще? Давайте Малтейль еще возьмем, наверное, может некого брать. Все бичи остальные. О, смотрите, отлично, уже первый такой бой серьезный. Давайте посмотреть. Видно уже бой этот. Вот смотрите, да, видели, да, интересная тема получается. То есть он ультанул, и сразу ассист сделал, да? Странно, он сейчас почему-то не ультил. Я ничего не понимаю. Почему он с обычного удара ударил? Он же с энергией, с фуловой. Какие-то жесткие уроны, конечно. Ваншотит всех. Просто жесть. О, ничего себе, смотрите. Тут может и полечь, наверное. Я не понимаю, как он работает вообще. Вот видели, да, но он сейчас чуть не полег. На самом деле он... Не, в норе он что-то слабенько будет, мне кажется. Тут вообще сдохнет, скорее всего. Че, будем пробовать? Блин, не, давайте лучше медведем пройдем, ну его нахер. Да, уж так, что-то так себе. Короче, в норе что-то он слабоват. Я не понимаю механику его скилла вообще. Он с энергией же, ёпарасоте. Почему он с ульта не бьет? Сейчас с ульта ударил, там не ударил, блин, я вообще ничего не понимаю. Не, он не, нору не бурит, ребят, вообще ну никак, абсолютно. Вообще никак. Я вот просто не понимаю, почему он с энергией не бьет с ульта, а потом бьет. Что происходит вообще? Как его механика работает? Давайте почитаем еще раз. Что-то какой-то бред сивой кобылы. Он должен с ульта бить и хавать энергию. Еще раз. Актив скилл, ну да. Ничего не понимаю, вообще бред. Какой-то, вот реально бредятина. Но он нору не будет. Ну, вот видно, что вообще ну никак. Не знаю, может ему действительно надо что-то другое там одевать. Стопудово ласты склеит, блин. Короче, на буровика с него что-то не особо получилось. Хилки у него нет, да? То есть получается, ну как-то так. Тут он сдохнет стопудово, прям. Ладно, давайте пойдем. То есть у него ульт не наносит урона, получается. Но он тупо какими-то ассистами вот лупит. Что-то какое-то вообще херня какая-то. Вообще что-то, какое-то разочарование. Да, у него большие очень уроны, спору нет. Он мисс, смотрите, все равно урон нанес. Вообще ни хера непонятно.
Да, у него хилки нет, у него есть одно бессмертие, получается. Блин, давайте в замедленном смотреть. Вот он бьет. Вот энергии 200 накопил, сейчас, скорее всего, ультом ударит. То есть ему, получается, надо 200 энергии, чтобы бить. То есть, по сути, это очень крутой ассистер в быстрой команде. У него гигантские уроны. Так ведь? Так выходит. Ну, давайте против Блейза. Ну, мне кажется, шансов нет абсолютно. А нет, смотрите, он как-то странно убил Блейза, вообще ваншотнул. Да нет у него отхила. Он хилится один раз, когда у него хп мало остается. Единственное, что, ну, смотрите, да, он как бы энергии у него нету, он просто рубает по 5 лямов с плюхи, какие-то жесткие уроны. Вообще. Сейчас посмотрим, как он на этом. Я думаю, это наша остановочка. Смотрите, да, он пробил Акаши через поле. Как такое вообще может быть? Вот, смотрите, да, он сейчас энергию схавал. Я не понимаю, как он работает. Что вообще происходит? Что за механика вообще? Давайте посмотрим, как он, не знаю, это будет рубать. Просто тоже интересно. Смотрите, бум. Ну, сало тут. Мне кажется, ничего не сможет. Это бред сивой кобылы. Ну, смотрите, он уже накопил энергию, сейчас будет сильно лупить. У него миссы, и все равно он большие уроны наносит, да? Смотрите, он может убить я. Здорово. Короче, блин, я не понимаю механику. Вообще непонятная механика, к сожалению. Вот просто, ну, реально непонятно. У него гигантские уроны. Короче, опять что-то с описанием, как обычно. То есть ему надо... Ну, получается, да. Нет, не 125 ему мало. Давайте еще раз посмотрим. Где это? Где этот... Вообще непонятно. Нет, ничего не написано про то, что он ультит там. Такое ощущение, что он ультит, когда у него 200 энергии. Нет, то Е4, то не то. В скиллах ничего не написано. Ни хера не написано. Вот и все. Пока у него есть энергия, все, вот он царь. Тупость какая-то. Вообще тупость. Просто тупость. Представляете, я до сих пор сундук еще не взял. Охереть. Зачем? Вот видели, да? Вот тут... Вот просто почему? Что-то, бля, бред какой-то. Херня какая-то, короче, если честно. Ну, не это, ПВЕ что-то сомнительно. Ну, мы сейчас боссов попробуем полупить, конечно. Вот ведмедь работает как часы. Он сейчас такой бурильчик стал, на самом деле. На арене неплохо так стал. Да уж. То есть он жестко бьет, но прям так, чтобы это... Ну, то есть вырубить какую-то мерзость он может, да, факт.
Посмотрите, у него два... Короче, понятно, все, я понял. Блин, марки две ему надо. Ему надо две марки, чтобы ультануть, вот и все. То есть, получается, у него вот ульт завязан на эти гребаные марки, которые вот в обычной атаке. Вот. Тут просто ничего не написано. Вот. Просто тут написано немножко не так. Это не будет стоить, когда он будет использовать активный скилл. То есть активный скилл у него, то есть когда две марки. То есть ему получается надо два раза долбануть, чтобы потом ультануть. Все так просто. Ну тут парень этот точно коньки отложит. Давайте медведем. Вот медведь не отложит. Две марки надо. Вот смотрите, у него сейчас он ударит, у него будет одна марка, да? Смотрите. Он сейчас ударит, у него будет две марки. Видите, вот сейчас он ультанет. Смотрите. Своим ультом, который не наносит урона никакого. Причем. Но обычный удар у него вообще ему похер. Он все пробивает, поле Акаши. Чё за дичь вообще? Блин, бред какой-то. Короче, понятно, все, разобрались. Наконец-то, как это говно работает. Мудацкое. Две марки надо. А, вот сейчас видели, он двоих долбанул вокруг. Ну, то есть это вот как раз Е4. Да вы что, издеваются? Ладно, короче, похер. Сейчас что-то будет. Сейчас смотрите. Чё ж его... А, у него энергии, наверное, не было, он не сработал. Вот так вот. Вот и все. Остановочка, ребят. Ну тут все, тут всех останов... А вот медведя не остановка. Да, забавно, конечно, вышло. Ну, хоть прошел этим твином. 16-ю нору, представляете? Да уж. А вот тут уже все. Тут уже никто не пройдет. Все понятно, короче. Все понятно, что ничего не понятно. Да, не бурильщик норы. Я вот теперь уже, если честно, задумываюсь, лить, не лить на него круг. Вот честно. Что-то как-то разочарование. Ладно, давайте на боссов пойдем сходим, посмотрим, как на боссах будет. А то там какие-то эти прям нереальные рисовались. Скажите. Цифры по Анубису. Сейчас быстренько до 5-го босса хотя бы дойдем. Да, на самом деле меня интересует нора. ПВП это для меня на самом деле вторично. И в норе он мне не поможет. Я вот сейчас не знаю, лить, не лить. Ну давайте смотрим, да, как этот паря будет себя вести. Должен больно бить. Смотрите, да? То есть он получается, скорее всего, на каждый ульт. Ну, сало работает безотказно у него. Тут с этим вообще не поспоришь никак. Одна марка, да, есть у него, да? Сейчас. Смотрите, он получается... Да, вот смотрите, сейчас мы интересно заметили, да? Ассист ему тоже дает марку. То есть из-за этого он может улететь чуть ли не через раунд. Или каждый раунд. Да, он, смотрите, марок набрал. Ну, блин, это вообще-то в описании было написано. Угу. Ну, слушайте, уже ничего так налупили. Еще какие-то вот уронов много дополнительных наносит, видели, да? То есть у него вот эти вот все штуки-дрюки. Ну, какой-то весь в энергии там светится нахер. В плане, так он, блин, ну все... Не, почему он может, он и бьет, все нормально.
марок на противнике-то нет, по сути. Или есть там какая-то марка? Непонятно, блядь. Короче, жуть. Я вообще не понимаю ничего. Ну, он уже разогнался нехило. Если он, я думаю, скорее всего, в Т1 он будет жестить, наверное, да, по урону. Смотрите, уже налупили. Бум. Ну, он же по фулу разогнанный в энергии. 4... Тьфу, нихера себе! Вы видели это? Слышите, что? Он налупил тут сам весь урон, бля. 4 лярда это он надавал. Охереть. Ну, слушайте, блин, он боссов... Давайте ему сделаем камень другой. Ну, блин, да, это замена Танатосу. Ну, блин, только проблема, надо понимать то, что Танатос Танатосом. А этот парень, блин, элитный пацан только вышел. Ну, чисто для ПВЕ, вот, как бы, да, я думаю, за место Танатоса можно собрать. Блин, да где камень? О, с первого раза. Так, у нас есть что-нибудь артефакты какие-то на урон? На этом говнаке. Ладно, придется когти одеть. Наверное, да? Ну, в принципе, вроде ок, да? Давайте тогда это... Да, нехило так он налупал, блин, скажу я вам. Вообще прям нормально. Угу. Ничего такого нет, что увеличит ему урон? Да, вроде ничего нет. Хотя есть... А Сильвер, что у нас по Сильвер, кстати? Сильвер есть копия? Сильвер есть копия. Можно Сильвер собрать для урона. Давайте соберем. Сделаем побольше урона. Сейчас, погодите, я это угли сброшу. Что-то плохо кальян дымить начал. Так, готово. Да, факт то, что он боссов будет вообще зачетно лупить, и я думаю, может даже круче томата. А прикиньте, томаты он. Охереть, это ж можно будет тех боссов лупить новых. Блин, там тоже, конечно. Похоже, придется кружок ливануть. Так, все. Все, дебаф мы получили максимальный. В принципе, нам этого достаточно будет. Да, прикольненько так получается на самом деле. Кстати, можно это собрать. Трансформ.
Масренка. Так. Да, было время. Было время, она была в пачке всегда. Как раз я начинал играть, тогда она топ была. Вообще прям карала безбожно. Так, ой, так, стоп, не сюда. Не сюда, а вот сюда. Так, ну вот этот перец нам не нужен, получается. Нам надо Сильву. Угу. Так, ну вот это убьем. Давайте по это вот Сямочку, ой, вот эту козу попробуем. Так, да. Ну, сало вообще вот вешает и писец. Так, мы его на криток, да, точнули прям. Коготь дали. Я думаю, сейчас разгонится по энергии, и все будет топ. Вот, видите, да, марки снялись. Все, короче, ультует, когда две марки. По идее, даже, наверное, для большего урона надо машинку на энергию поставить. Вот, чтобы пацаны заряжались, и он ассистил. Сейчас мы, наверное, так и сделаем. Ёб твою медь, жесть. Блять, я просто в ахере. Ребят, смотрите, какие уроны. Томат отдыхает. Это Е4. Охереть. 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 Блять, я просто говорю охереть. Жесть. Вы видели это? Писец. Прикольно, да, получается? Все, сейчас босс в вечном контроле будет. Ответочка прилетела, тазовная. Да похер, что машинка не фуловая. Господи, энергию по фулу брать. Не, ну для вот именно... Ну, боссов валить вообще он огонь, мне кажется, будет. Писец, у него урона по 20 лямов высекает. 23. 25. Смотрите, да, то есть энергия у него растет, он продолжает с каждым ударом. 28 лямов с руки. 30, 29. Жесть, писец. И критует постоянно. Жуть, конечно. 30. Писец, что творится. И Монику бы ему еще. Монику сюда бы еще. За место таки. Нахер это таки не нужны. Вот, да, с энергией. Смотрите, сразу плюс 2 ляма еще дали. Блять, я просто в ахере. Это просто жесть будет. Реально будет на Е6 он просто будет разрывать. Давайте эту ветку пройдем. Да, писец. Ну тут послабее, конечно. Тут, видимо, он может этот может и убить. Хотя вот десяточка. Давайте так прощелкаем, потому что этот перец опасный. Да почему зря, Саш? Будет у тебя 2 томата и этот перец. Прикинь, как ты будешь разрывать. Томатов много не бывает. Сам подумай, когда мы его в Е6 соберем? Не раньше, чем скажи, чем, блин,
Да не буду я пробовать Акашу. Я хочу попробовать это. Как его? Ягзира. Да нет, все равно вряд ли пробьется, конечно. Да хер его знает, у Саши там... Как вообще работает все это дело. Ну тут отхилки жесткие, конечно. Не, я сейчас думаю, тут все подохнут от этого. Тут оливу надо. Да, тут... Ну, короче, да, понятно. Надо тут нормальную пачку. Ну, в целом, по боссам понятно. Да, это бурильщик жесткий боссов. Однозначно. Прям писец. Давайте вот тут попробуем, кстати, вот лупануть. Так. Сейчас. Пу-пу-пу-пу-пу-пу. Даже не знаю, кого тут добавить. Хилку добавить. 2 хилки. Так. Так вот, да, наверное. Непонятно. Ладно, пофиг, давайте посмотрим. Нарубал? Нарубал. Хотя не особо. 300. Ну, в разных ситуациях, да, подруливает. А тут, кстати, броня-то... Тут пустота, все. Ну, в PvP я не знаю, есть ли смысл его потестить. Давайте попробуем, конечно. Вот. Ну, пока сомнительно, что он в PvP что-то сможет. Хотя, кто его знает, может, я ошибаюсь. Сейчас посмотрим. Так. Как-нибудь вот так, да? Угу. Давайте посмотрим. Ну, что-то лупит там с руки вроде. Две марки у него сейчас. Сейчас он, получается, энергию застилит. Хотя нет, что-то он, слушайте, нарубал жестко. Что-то вроде может, слышите? Блядь, я просто в ахере, вы видели это? Это просто жесть. Нихера себе, что это, блядь, было вообще? Просто машинка для бурения какая-то. Ну не, ну в PvP наверняка будет он. Какой-то лютейший ассист. Смотрите, вот просто еще энергию захавал и ассист. Ну, не, в PvP он будет огонь. Однозначно. Да. Жесть. Ладно, давайте кого-нибудь посильнее попробуем. Вот, давайте Руслана. Руслан с Мэй. Посмотрим, как с Русланом будет. Вот, смотрите, да, видели? Ассист этим заблокировал с МЛТЛем. Блин, ну у него, конечно, жесткая. Не, ну вот против Вонга, ну будет поле спасать. Блин, вот эти видели, у него сплэш этот полурона. Он сейчас энергии накопил, как упоротый вообще. А он сейчас видели, у него сработал Е4 ген. Он... О, смотрите, Мальт у него энергию сожрал. Ну, на следующий год, кстати, до хера энергии получил. Блин, ну, смотрите, зарубал. Ну, тут понятно уже, с боем все. Жуть какая-то вообще. 152 ляма нарубал. Блядь, жесть.
какой-то полный анубис. Кстати, он мне еще, не забывайте, он же на крит у меня сейчас точный. Просто машинка для рубания. Олива вообще не спасает ни хера от этих нереальных уронов. Нет, смотри, от Мальта сбрился. Но в целом забавно, конечно. Давайте еще. О, давайте против нашего бразильца. Да похоже на то. Блин, он сдох. Тут его сбрил этот. Надо его вперед поставить просто. А, вот сейчас, кстати, это. Ну, его Тереза, кстати, будет печатать. Тут с этим ничего не поделать. Туда Морайса сильная пачка. Ну, давайте поменяем тогда просто. Так вот сделаем. Ну да, все, тут конец. Витас. Но все равно интересно получается. На самом деле то, что он... скажите. Энергию схавает. И Витас еще, кстати. Ну, есть нюансы. А с ним все сдох. Да, без шансов. Морайс сильная очень пачка. Не знаю, давайте вот против Шторма. Да, давай. Он миссает, смотрите, ассистами своими он миссает. Угу, интересненько. Да, от Шторма тоже отлетел. Ну, контроль, да, никуда не девается. Но, с другой стороны, он не E6, блин. E6, он вообще совсем по-другому себя может вести. Да, тут тоже изнасилование, конечно, идет. Давайте GC. Ну и что, у Таза тоже полтинник. Ну и что, проходит же все. Плюс не забывай, как бы, это... Вот это закон Мерфи Витаса. Вражеский Витас всегда в клетку ставит, а твой ни хера ничего не может. Ну вот примерно так оно работает. Да, смотрите, стабильно он миссает со своего этого. Ну, вот, когда разгоняется писец, он просто жестит, конечно. Я думаю, он, кстати, будет очень жесток в экспе. Давайте сходим в экспу. Ради интереса попробуем. Сейчас рефрешнуть. Конечно, слабенько, но в экспе он тоже будет божить. Это прям как пить дать. В экспе он будет божить. Он уже налупил вообще по жескачу.
Вот смотрите, да, Мальта-то он боится. Мальта у нее энергия-то сжирает, хоть он на следующий ход и с энергией становится, но сам факт. Да, рубает, видно, рубает. Ну, я вообще не сомневался, что XP он будет. А в E6, да, он себя покажет. Ну, E6 нам не грозит в ближайшее время, так что как-то так. Так, что у нас еще получается? Тут мы... давайте сюда сходим еще, кстати. Так, это зеленку, да, надо рубать? Ну тут вообще мы, я думаю, прорубим вообще жестко. Да, без сомнений. Этот паря прорубит. И дальше тупичок, кстати, тоже прорубит вообще по изичу. Тут, конечно, ему сейчас ласт склеют быстренько. Туда. Смотрите, разогнался он уже по этому. Ну, ему не повезло, по рефайне сработал. Че он на реток не стоял? Я что-то не понял ни хера. Не понял. Смотрите, еще раз сработал. Еще раз сработал. Ничего не понимаю. Интересно. А как так вышло? Видели, 2 раза у него сработал этот ген над смерти. Вот, да? Ну, сейчас... Нет, сейчас его сбрили, конечно. Ага. Так, ну, в принципе, там попробовали, в PvP попробовали. Я не знаю, где его еще пробовать. Да больше вроде негде. Боссов попробовали, да, увидели, что он... Ну, в принципе, да, жестко в PvE. Очень хороший PvP будет, 100%. Его применение можно будет найти. Так, ну, в принципе, по этому парню теперь, я думаю, все понятно всем. Вот. Можно залиться, да. Я думаю, с ним можно. Ну, на ре от него не ждите ничего. Это факт. На ре он ни хера не может, к сожалению. Да, нора, ну, нора, да, нора такое. Это причем, кстати, мелкие уровни. И ему там надо. А ему на 19-м вообще отрывать будут сразу. Не, без шансов. Так. Ну, давайте, в принципе, на дорожку в нору сходим мейном моим. Сейчас. У меня там нора осталась. Так, переодеться только надо. Я что тут хотел? Я хотел тут попробовать жопу приодеть под... жопу хотел приодеть, наверное, с этой, скажите, с вуалью хотел попробовать. Вот, сейчас мы это и сделаем. Так, жопа с вуалью. Это у нас получается... Или не с вуалью. Ну ладно, давайте с вуалью. В принципе, да, атака, иммун. ХП, правда, не будет.
Короче, против медведя. Медведь меня руинит постоянно, мне это бесит. Так, что у нас еще? Витян. Да, Витяна берем. Витян, ну пусть будет с палкой, похер. Так, вот это вот перца мы наоборот денем от королевны. Так, тут все ок. Что у нас еще остается? Жопу... А, Мэй еще маску хотел одеть. На Мэй хотел маску одеть. Вот. Чтобы на урон ее тоже попробовать. Потому что она все равно марки в начале боя вешает. То есть там против единичного медведя что-нибудь сделать. Так, якорь мы не берем, потому что мы и так будем прокачивать скажите, армор брейк. Так, ну в принципе все, вроде всех собрали, да? Мы, Витян. Так, блин, или на Витяна лучше это одеть. Ладно, нет, давайте оденем лучше толстяка сделаем с него. Так, этого одели, этого одели. Да вроде все, да, заходим. Так, мерчант, камон мерчант. Вот это мне не нравится, херня. Пойдет. Так. Я сегодня, кстати, прикол на Твине с Вонка начал... Ну, не стал нору проходить лениво, на 19-м сразу стартанул. Так я Вонк на 19-м полуровня прошел, охереть. Жуть без разгона, замечу. Так, и жопка. Жопка. Так. Угу. Ну, погнали, ребят. Где у нас главбурильщик? Так, атаку берем. Так, нам скорости тоже надо взять будет немножко. Так, а что там, магазины, да, всякие разные были у нас. Набираем магазины. Я жду не дождусь Вонг, чтобы на Витяна заменить. На самом деле. Витян бесит уже. Просто он мешок. Так, там нам, по-моему, 30-ку скорости всего надо. Ой, блин. Блин, жесть, забыл про Луну. Так. Здесь у нас комар, кстати. Так, а я тут что одел? Что-то я не помню. Что я тут одел? Ладно. Так, ну все, скорости достаточно, чтобы чтобы выносить королевну. Так, армора надо. Кочегари, мармор, ребята. Больше армор брейка, пожалуйста. Так, крит урон возьмем. Нам тоже надо это дело прокачивать. Крит 11. Так, крит. Набираем крит. Армор брейк. Так. Так, это сейчас скроем. Угу. Так, идем. Сколько у нас? 45 уже. Так, а что нам обычные мерчанты остались, да?
Полтинник. Неплохо. Полтинничек неплохо. Давайте посмотрим. Сейчас как у нас жопа будет. Отлично. Разобрала как состочку. О, блин, тут СО, слышите? Armor Break. Да, есть свои риски на самом деле. Того, что у нас жопа без этого, скажите. Камень на чистый урон. Но минус броня, бестолковый камень. Как минимум потому, что есть уже Мосра. Вот, которая 100% армор брейка дает. Вот. А чистый урон это просто немножко доп урона. Все, тоже говно. На самом деле. Тут у нас, скажем так, неиграбельный камень этот вообще абсолютно. Вот выдлах он играбельный, а здесь нет. Смотрите, да, уже мерзость пошла. Да, 4 это Мэй. Бум, и все. Это мордаха Мэй. Угу. Так, ну уже неплохо. В принципе, набрали. Блять, Артема, ё-моё, я потерял главбурильщика. Тьфу ты, ну ты, блин. Писец, а. Ну ебарасоте. Чистый урон это просто доп урон. Все. Больше там ничего знать не надо. Просто дополнительный урон из расчета. О, смотрите. Нихера себе. Вы видели это? Пробило. Блин, медведь все равно пробил. Писец какой-то. Я просто в ахере, если честно. Да. Писец, жесть. Медведь просто пробил. То есть, получается, вообще никакого нет смысла. Чё за дичь, блин, вообще? Я просто в ахере, если честно. Какого хера? Да. Да. То есть это, не, ну, короче, чистый урон это доп урон, и все. Больше это ничего. Ну, короче, там формула идет 0,7 урона за 1% чистого. То есть, грубо, если у тебя камень на 100%, ну, если у тебя 100% чистого урона, это плюс 70 доп урона сверху. Да. Который игнорирует все. Ну все, у нас надежда одна на нашего перца. Фу, началось. Блин, ну надеюсь, у нас энергии хватит. Да, хватает, все нормально. Все, сотка. Набираем крит. Писец какой-то вообще. Какой медведь? Уберите нахер мне медведя. Не хочу медведя.
Вот и все. О, блин, ё-моё, я думал... Писец какой-то, блин. Да вообще жесть, ну вот это опять на грани было. Даже с маской на грани. Я херею, блядь, дорогая редакция. Ну это с медведем это бои, это вообще от какой-то. Писец вообще, блядь. Тут вообще фейл эпик, мне кажется, нет? Ой, это писец какой-то, не нора. Жуть, просто жуть, реально. Мне каждый бой с медведем это просто писец полный. Возьмем, в этот раз возьмем, там у нас бассет впереди. Вдруг что полезное даст. Например, целых 10 армор брейка, блять. 22 крита. Так, что, мы дошли до босса, да? Вот 3 крита, блин, лучше взял, чем РСТ. Ух ты, блин, аж на грани, смотрите, с Акашей, да, бои такие. Блин. Да, я говорил, я ее использую. Я в этот раз просто решил попробовать с маской, потому что я медведя 2 норы уже бить не могу. Мне не прухает с марками, и все, и хана. Поэтому я решил в этот раз маску на нее надеть. Ну, вы видели? Вы видели это? Какого хера вообще? Чё это, блядь, было? Сука такая, а. Будем надеяться только на ножной крит. О, блин. Я уже, кстати, у меня Витас уже не первый раз дохнет от этого, скажите, от комара. Чё вообще происходит? Почему? Писец какой-то, блядь. Я, блядь, в ахере, дорогая редакция. Ну что, придется мы... А, блядь, ну... Чуть-чуть осталось. Не, ну, блядь... Ну это писец какой-то. А там еще и босс. Блядь, ладно, похер, погнали мы. Что делать? Вариантов у нас нет. Все, пизда, блядь. Все, не прошел.
Конец. Да. Надо было, может, стоило. Ну, блин, жесть, конечно. Я просто в ахере, если честно. Надо Мэй, срочно Мэй. Вот просто Мэй сейчас единственный шанс, получается, чтобы вырубить все, кроме медведя, а потом добить Мэй. Ну это жесть вообще. Мне эти камни уже, кстати, нахер не нужны. Я ничего сделать не могу, у меня нет зеленых камней. Кстати, да, насчет зеленых камней. Сейчас я этот магазин скуплю и расскажу вам нюансы некоторые. Так. Так, окей. Смотрите, да, по зеленым камням реально траблы большие. То есть, да, вот у меня ситуация какая. У меня вот 157к осталось, это вообще ни о чем на самом деле. Вот, я сейчас пока камни не апаю, потому что переживаю, что на рефреше мне не хватит. Да, смотрите, способы сейчас камни где доставать. Первый, это у нас храбрый рейд. Начинаем теперь бурить храбрый рейд. Вот, здесь есть возможность купать. Вот. За 1000 жетончиков можно купить 500. Дальше у нас получается второе место, это у нас рынок. На рынке они часто продаются, надо их тоже покупать. Сейчас не знаю, давайте рефрешем, может, поймаем. Вот, видите, да? За 300к и за 700к еще, по-моему, 500 штук, что ли, продается тоже. То есть обязательно скупайте, начинайте скупать уже сейчас, потому что как у вас только появится бурильщик, там типа вонг или что-нибудь, ну, норы или жопа сейчас скоро выйдет, но без вариантов. Вот, у вас начнут кончаться зеленые. Вот. И третий, самый ржачный, это на втором уровне. Здесь есть зеленые камни. Ну и там совсем чуть-чуть, но я теперь второй уровень фармлю в гарнизоне. Вот. Ну, короче, ржака, да. Плюс у нас получается, естественно, это у нас второй ряд зомбаков, да, здесь, ну, то есть боссов. Здесь камушки у нас фармятся, но тут не особо много. Потом у нас продаются они в сундуке на кризисе с героем, а там 20 тысяч, тоже, в принципе, неплохо. Советую там скупать. На остальном больше я не знаю притока камней зеленых. Вот. Как-то так, ребят. Ну, в принципе, все. Я думаю, на этом стрим подошел к концу. Вот. Героя мы разобрали, посмотрели, что он может, что умеет. Вот. Будем дальше смотреть. Я, наверное, 500 пивка ливану, чтобы боссов бурить. Хотя хер его знает, может не ливану. Посмотрим, не знаю пока, сейчас сложно сказать. Будем думать. Будем думать. Ну, в принципе, все на этом, ребят. Конец. Всем спасибо, что были сегодня на стриме, на новой платформе. До новых встреч. Вот. На YouTube, если что, залью ролик. Вот. Ну все, всем пока.